Когда обычный человек сталкивается с полицией, он обычно соглашается на их требования, иногда даже не понимая, что его права нарушаются. Но что происходит, если у подозреваемого не только стальные нервы, но и настоящий интеллект? Меня зовут Нокс, и сегодня я покажу 8 невероятных случаев. Когда подростки буквально уничтожили полицейских, используя только свои знания закона и умение сохранять хладнокровие. Внимание! Этот выпуск – чистое доказательство, что 200 IQ могут победить силу и значение. Офицер полиции из Нью-Мексико, получивший вызов о несовершеннолетнем студенте с алкоголем, уверенно направляется в общежитие. В голове он прокручивает стандартный сценарий: найти виновного, изъять алкоголь, заполнить пару бумаг. Но когда он открывает дверь, его встречает не просто студент, а будущий юрист Джоэл Мартинес, который знает свои права так, как будто он сам писал Конституцию США. «Нам сообщили, что вы занесли алкоголь в общежитие. Это правда?» Джоэл сидит спокойно, словно ждал этого момента всю свою жизнь. Я не отвечаю на вопросы. Да, это именно тот ответ, который ставит любого офицера в тупик. Теперь офицеру нужно выкручиваться, и он решает пойти на прямую атаку. У вас есть с собой удостоверение личности? Есть. Могу я его увидеть? Вы подозреваете меня в совершении преступления? Да. Какого именно? У офицера начинаются сложности. Он мямлит что-то про алкоголь, но Джоэл продолжает давить. То есть вы основываетесь на чьих-то словах без доказательств? Дальше происходит настоящее шоу. Джоэл напоминает офицеру про 4-ю поправку, запрещающую необоснованные обыски, и про отсутствие квалифицированного иммунитета у полиции Нью-Мексико. И знаете, что делает офицер? Берет телефон и гуглит законы. Серьезно, вы только посмотрите на это. Офицер возвращается к Джоэлу, уже срываясь. Вы обязаны предъявить удостоверение, иначе я вас арестую. Скажите это прямо, чтобы я мог использовать это как доказательство против вас в суде. Офицер в ступоре. В комнату входит сержант, который пытается разрядить обстановку. Послушайте, мы просто хотим узнать, есть ли у вас алкоголь. Покажите нам удостоверение, и мы сразу уйдем. Джоэл остается непоколебим. У вас нет оснований. Если у вас есть ордер, предъявите его. В противном случае я отказываюсь. Камеры фиксируют все. Напряженные лица полицейских, их попытки что-то доказать, а в итоге пустые руки. Офицеры уходят, а Джоэл спокойно закрывает дверь, улыбаясь своему соседу. Думаю, я заслужил это пиво. Кто бы мог подумать, что невинный жест «средний палец» может превратить обычную прогулку в настоящую юридическую баталию? Все начинается с того, что подросток, прогуливаясь по тротуару, замечает патрульную машину. Как говорится, случайно поднимает руку и показывает офицеру средний палец. Через секунду машина останавливается с визгом тормозов. «Почему ты показал мне палец?» Это не преступление. Это нарушение общественного порядка. С какой стати? Я просто выразил свое мнение. Офицер начинает арестовывать парня. «Ты задержан за нарушение общественного порядка». «Нет, я свободен. На каком основании вы меня арестовали?» И вот тут начинается магия. Подросток не просто защищается, он атакует. Он знает, что его действия защищены 1-й поправкой, а значит, его жест — это свобода слова. Но офицер не собирается уступать. Словесная перепалка перерастает в настоящее противостояние. Полицейский вызывает подкрепление, но подросток продолжает гнуть свою линию. «Вы не можете меня задержать только из-за моего жеста. Если хотите арестовать меня, предъявите законное обвинение». Прибывает 2-й офицер. Вместо того, чтобы разрядить обстановку, он усугубляет ее, пытаясь запугать подростка. «Вы думаете, вы самый умный?» «Нет, просто я знаю свои права». И вот финальный аккорд. Полицейские, поняв, что не могут ничего сделать, вынуждены отпустить его. В следующий раз подумай дважды, прежде чем показывать жесты полиции. А вы подумайте дважды, прежде чем нарушать мои права. Адам Паччо, возвращаясь домой из школы, даже не подозревал, что его машина станет причиной целой драмы. Внезапно его окружает несколько полицейских машин с включенными сиренами. «Выйди из машины, покажи руки». Адам, не понимая, что происходит, поднимает руки и выходит из машины. Что происходит? Твоя машина подходит под описание автомобиля, использованного в вооруженном ограблении. Это какая-то ошибка. Полицейские проводят обыск, ничего не находят, но это не останавливает их. Они звонят матери Адама, и через несколько минут она появляется на месте. «Что вы делаете с моим сыном? Он только что из школы, у него блестящие оценки, а вы обращаетесь с ним, как с преступником». Полицейские мнутся, понимая, что доказательств у них нет. Вскоре они вынуждены признать, что арест был ошибкой. Но мать Адама решает не оставлять это без последствий. Вы услышите об этом в суде. Позже выясняется, что реальный подозреваемый ехал на похожем автомобиле, но с другими номерами. Адам и его семья подают иск против полиции.
Как фотография может стать причиной задержания? Очень просто. Почему ты снимаешь окна? Я фотографирую здание. Меня это беспокоит, но я нахожусь на тротуаре. Полицейские пытаются убедить его прекратить съемку, но парень знает свои права. Это общественное место. Я не делаю ничего незаконного. Несмотря на давление, он продолжает съемку, пока не слышит. Ты задержан за нарушение общественного порядка. На каком основании? Ответа нет. Его заковывают в наручники, но он не сдается. Вы знаете, что ваши действия незаконны? Парень настаивает на том, что его права нарушаются, и требует объяснений. Один из полицейских, явно раздраженный, на повышенных тонах заявляет: «Нам поступила жалоба, что ты снимаешь окна и беспокоишь жильцов». Жалоба – это не доказательство. Где указано, что я не могу снимать здание с тротуара? Полицейские начинают переговариваться между собой. Один из них решает позвонить своему начальнику, чтобы уточнить детали. Пока он говорит по телефону, второй коп продолжает пытаться убедить подростка, что его действия могут быть незаконными. «Если ты не прекратишь, нам придется тебя арестовать». Парень, не теряя самообладания, отвечает: «Хорошо, арестуйте меня. Тогда мы встретимся в суде, где вы будете объяснять, на каком основании нарушили мое право на съемку в общественном месте». Телефонный разговор завершен, и полицейский, явно не в лучшем настроении, возвращается к коллегам. Он шепчет что-то на ухо второму офицеру. После короткого обсуждения они снимают с парня наручники и заявляют: «Ты свободен, но будь осторожен в будущем». Парень с улыбкой отвечает: «Осторожность вам не помешает больше, чем мне». После инцидента он публикует видео, которое набирает миллионы просмотров. Это становится ярким примером того, как важно защищать свои права даже в самых неприятных ситуациях. Теперь представьте такую картину. Подросток заходит в здание городской администрации с камерой. Его цель – снять видео для своего блога о городской истории. Но как только он начинает съемку, его прерывает главный человек в этом здании – начальник полиции. Здесь нельзя снимать. На каком основании? Это ограниченная зона. Где это указано? Начальник полиции явно теряет терпение. «Я прошу тебя покинуть здание». «Прошу». Это не приказ. У меня есть право находиться здесь. Начальник хватает парня за руку и начинает выталкивать его из здания. Все это записывается на камеру. Вы превышаете свои полномочия. Я делаю свою работу. Если ваша работа нарушает мои права, это не оправдание. Когда прибегает подкрепление, начинается настоящая баталия. Полицейские спорят о том, что делать дальше. Подросток остается спокойным, но настойчивым. Если вы считаете, что я нарушаю закон, предъявите обвинение. Если нет, дайте мне закончить съемку. После длительных переговоров полицейские, включая начальника, вынуждены признать, что они не имеют права запрещать съемку. Джефф сидит в холодной допросной. Руки сковывают наручники, на лице легкая усмешка. Офицер полиции входит, держа в руке пластиковый стакан с газировкой. Все выглядит спокойно, но напряжение в комнате можно резать ножом. «Джефф», — начинает офицер, — «ты понимаешь, в какой ты ситуации? Мы знаем, что ты был там. Просто скажи свою версию, и это может облегчить твое положение». Джефф откидывается на спинку стула, равнодушно оглядывает полицейского и отвечает: «Я под арестом? Да. На каком основании? Вооруженное ограбление. У нас есть доказательства. Если у вас есть доказательства, зачем я здесь?» Офицер замешкался. Он не ожидал такой уверенности. «Мы пытаемся дать тебе шанс объяснить свою сторону. Мне нужен адвокат, чтобы говорить, а не вы. Так что нет, я не буду ничего объяснять». Офицер явно теряет терпение, но пытается держаться спокойно. Он наливает Джеффу газировку, ставит стакан перед ним. «Это просто недоразумение, Джефф. Мы знаем, что ты, возможно, попал в плохие обстоятельства. Расскажи, где ты был вчера вечером». Джефф внимательно смотрит на стакан, потом на офицера и, как будто издеваясь, спрашивает: «Это что, допрос с комфортом? Дайте мне адвоката, и мы поговорим». «Джефф, ты понимаешь, что все может быть хуже? Если ты молчишь, ты только загоняешь себя в угол?» «Нет, я знаю, что молчание загоняет вас в угол, а не меня». Офицер делает глубокий вдох и начинает менять тактику. «У нас есть видеозапись с места преступления». «Отлично, покажите ее». На записи видно, как мужчина в черной куртке, похожий на тебя, выходит из магазина с оружием. «Похожий на меня? Это все, что у вас есть? Ты действительно думаешь, что это поможет тебе в суде? В суде поможет то, что у вас нет реальных доказательств. Продолжайте». Теперь в воздухе повисло напряженное молчание. Офицер понимает, что теряет контроль над допросом. «Если ты хочешь выйти отсюда, тебе нужно сотрудничать. Я выйду отсюда без вашего сотрудничества». Офицер наклоняется вперед, пытаясь психологически надавить. «Джефф, мы знаем, что ты был на месте преступления. Просто признайся». Но Джефф сохраняет каменное выражение лица. «Если бы вы знали, вы бы не сидели здесь, пытаясь заставить меня говорить». После долгих попыток
попыток получить хоть какое-то признание, офицер покидает комнату. Проходит 5 часов, прежде чем Джеффа снова приводят на допрос. На этот раз офицер явно устал и напряжен. У нас достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение. Правда? Что конкретно? У нас есть показания свидетеля. Кто этот свидетель? Это не твое дело. Джефф смеется. Знаете, почему вы меня снова допрашиваете? Потому что у вас ничего нет. Если бы что-то было, вы бы уже предъявили обвинение. Офицер на мгновение теряет самообладание. Ты просто делаешь хуже себе. Нет, хуже делаете вы. Офицер понимает, что у него нет вариантов и завершает допрос. Спустя несколько часов Джеффа выпускают из-за недостатка доказательств. Уходя, он оборачивается к офицерам и говорит: «Спасибо за газировку. В следующий раз подготовьтесь лучше». Этот случай становится примером того, как знания своих прав и хладнокровие могут разрушить даже самые уверенные попытки давления со стороны правоохранительных органов. Теперь представьте себе вечер в небольшом американском городке. Подростки беззаботно катаются на самокатах по улицам, смеются и обмениваются шутками. Но внезапно все меняется, когда на горизонте появляется фигура начальника полиции Майкла Чини. Этот вечер для них только начинается, но они еще не знают, что окажутся в центре конфликта, который вскоре взорвет их спокойную жизнь. Чини приближается с грозным видом. И его громкий голос разносится по улице. «Прекратите немедленно! Вы нарушаете порядок». Подростки смотрят друг на друга, не понимая, что происходит. Один из них, 19-летний Паркер, осторожно отвечает: «Мы просто катаемся. Что мы нарушили?» И тут начинается спектакль. «Ты ударил конус», — обвиняет Чини. «Это мешает общественному порядку». «Конус?» — Паркер растерянно оглядывается. «Это вообще законно обвинять за такое?» Но начальник полиции уже настроен на конфликт. Он достает фонарик и начинает нервно размахивать им, пытаясь подавить подростков. «Вы не имеете права угрожать нам». «Не имею?» Чини приближается ближе, ударяет Паркера в ребра тем самым фонариком. Мгновение, и время будто замирает. Подростки ошеломлены, но Паркер не растерялся. «Вы только что совершили нападение», — говорит он, глядя прямо в глаза начальнику полиции. «Это было зафиксировано на видео». Тут даже самый упрямый человек начал бы сомневаться, но не Чини. Он кричит: «Это не нападение! Ты провоцировал меня!» Паркер молча достает телефон и набирает номер полиции. «Отлично», — спокойно говорит он. «Давайте вызовем настоящих офицеров. Пусть они разберутся». И вот тут начинается самое интересное. На место приезжает другой офицер, видимо, привыкший к странным выходкам Чини. Он начинает разбираться в ситуации, но начальник полиции пытается перехватить инициативу. «Они кричали, провоцировали меня, угрожали», — быстро говорит Чини, указывая на подростков. Но Паркер перебивает: «Все зафиксировано на видео. Он сам угрожал, а потом ударил меня фонариком». Офицер поворачивается к Чини, который начинает выглядеть не так уверенно, как минуту назад. «Майкл, это правда?» Чини, мямля, пытается оправдаться. «Я просто защищался». Защищались от подростков на самокатах? Ситуация явно выходит из-под контроля. Полицейский записывает показания Паркера и его друзей. Они рассказывают, как Чини, размахивая фонариком, пытался запугать их и ослеплял светом. Когда видео с места событий попадает в сеть, начинается настоящая буря. Чини временно отстраняют от работы, и против него выдвигают обвинения в нападении. Но самое интересное, Паркер, этот спокойный и уверенный в себе подросток, становится настоящим героем своего района. Его история – это доказательство того, что даже перед лицом власти важно знать свои права и сохранять самообладание. И пока Чини готовится к суду, Паркер уже доказывает, что иногда победа – это не только в законе, но и в храбрости противостоять системе. Но что бы сделали вы в подобных ситуациях? Сохранили бы хладнокровие, как Паркер, или растерялись бы под давлением? Как вы думаете, стоит ли подобным начальникам полиции, как Чини, давать второй шанс, или такие действия должны строго караться? Пишите ваше мнение в комментариях. А я, друзья, хочу вам сделать интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем удачи и до встречи!